Когда мы слышим слово «самурай», в голове сразу всплывает образ сурового воина в латах, с двумя мечами за поясом и с строгим моральным кодексом. Отчасти это правда. Но история самураев гораздо интереснее и сложнее. Это не просто история войн, а история о том, как группа простых землевладельцев смогла подняться и стать правящим классом целой страны на протяжении почти 700 лет. Давайте разберемся, как же это произошло. Представьте себе Японию примерно в VIII-IX веках. Центральное правительство и император находятся в столице. Тогда это был город Хэйан-кё, современный Киото. А по всей стране раскинулись огромные поместья. Жизнь далеко от столицы была беспокойной. Бандиты, непокорные местные племена, да и просто вражда между соседями за землю и ресурсы. Кто такие первые самураи? Ими были не аристократы из столицы, а скорее сильные руки на местах. Это были зажиточные крестьяне, которые могли позволить себе оружие, лук, стрелы, простые мечи и тренироваться. Местные землевладельцы, нанимавшие охрану для защиты своих угодий. Члены вооруженных отрядов, которых центральное правительство иногда нанимало для усмирения непокорных регионов. Их называли сабурау, от глагола, который буквально означал «служить», «охранять», то есть это были служилые люди. Их главным оружием был не меч, как многие думают, а лук и стрелы. Конный лучник — вот идеал раннего самурая. Представьте себе фермера в глубинке Дикого Запада. Он выращивает урожай, но у него есть винтовка, и он умеет ей пользоваться, чтобы защитить свою семью и землю от грабителей. Так же было и в Японии. Эти фермеры-воины и стали костяком будущего самурайского сословия. Постепенно эти вооруженные группы становились все сильнее и организованнее. Они начали объединяться в кланы под руководством самого сильного лидера. Самые могущественные кланы нанимались на службу к столичным аристократам, которые в своих политических играх тоже нуждались в силе. Так из деревенских охранников самураи постепенно превратились в серьезную политическую и военную силу. Переломный момент наступил в конце XII века. Два самых мощных самурайских клана — Тайра и Минамото — схлестнулись в грандиозной гражданской войне, известной как «Война Гэмпэй». Война была невероятно жестокой и драматичной, полной предательств и героизма. В итоге победил клан Минамото. И вот ключевой момент: в 1192 году лидер Минамото, Йоритамо, не стал свергать императора. Вместо этого он убедил императора дать ему титул Сэйи Тайсёгун, верховного главнокомандующего. Фактически это означало, что военная власть в стране теперь отделена от императорской. Йоритомо создал собственное правительство — сёгунат в городе Камакура, вдали от императорского двора. Что это означало на практике? Император остался символом страны, духовным лидером, но реальной власти у него почти не было. Сёгун стал настоящим правителем Японии. Самураи из наемных охранников превратились в правящий военный класс. Они получали землю за свою службу сёгуну и сами становились господами для более мелких самураев. Это был триумф. Те, кто начинал как деревенская стража, теперь управляли страной. Именно в этот период начал формироваться знаменитый кодекс чести Бусидо, что означает «путь воина». Изначально это был не писанный свод законов, а скорее набор неписанных правил: верность господину, смелость в бою, честность, пренебрежение к смерти и деньги. История 47 ронинов — идеальный, хоть и драматичный пример. Ронин — это самурай, потерявший своего господина. После того, как их господин был вынужден совершить самоубийство, 47 его верных самураев отомстили обидчику, зная, что за это их ждет смерть. Они предпочли выполнить долг чести, чем жить с клеймом трусов. Эта история стала национальной легендой. После периода кровавых междоусобных войн к власти пришел Токугава Иэясу, который основал сёгунат Токугава в 1603 году. Он установил в Японии жесткий мир, который продлился более 250 лет. Это была эпоха стабильности, но для самурая-воина она стала началом конца. Так что же случилось с самураями в мирное время? Их главная функция — воевать — стала не нужна.
Чтобы занять этот многочисленный класс, сёгунат превратил их из воинов в бюрократов, чиновников, управленцев и полицейских. Самураи теперь должны были не рубить головы, а собирать налоги, вести учет и следить за порядком. Меч стал статусным символом. Право носить два меча, длинный катана и короткий вакидзаси, имели только самураи. Но теперь эти мечи редко вынимали из ножен. Бусидо стал философией. Поскольку практическое применение боевых навыков сошло на нет, кодекс Бусидо стали активно записывать и проповедовать как духовную дисциплину. Он стал основой для воспитания и образования. Многие самураи, особенно низшего ранга, жили на фиксированное жалование, рисом и беднели. В то время как горожане-купцы, формально низший класс, богатели, некоторые самураи были вынуждены тайком заниматься ремеслами или даже продавать свои мечи. Представьте себе офицера спецназа, прошедшего десятки командировок, а потом его переводят на должность бумажного клерка в министерстве. Он сохраняет свою форму, звания и уважения, но его боевые навыки медленно ржавеют без применения, он чувствует себя неудел. Примерно так чувствовали себя многие самураи в эпоху Токугава. В 1853 году к берегам Японии прибыли черные корабли американского коммодора Мэтью Перри. Это стало шоком для изолированной страны. Стало ясно, что Япония отстала от мира в технологическом и военном отношении. В 1868 году произошла реставрация Мэйдзи. Революция, которая вернула реальную власть императору и упразднила сёгунат. Новое правительство взяло курс на модернизацию по западному образцу. Что это означало для самураев? Их привилегии были отменены одной за другой. Отмена права на ношение мечей — это был символический удар. Самурай без меча переставал быть самураем. Отмена фиксированных пенсий. Вместо этого им выдали единовременную компенсацию, но для многих это означало конец стабильному доходу. Создание современной призывной армии. Теперь защищать страну мог любой крестьянин с винтовкой, а не только элитный воин с мечом. Последней вспышкой самурайского духа стало восстание в Сацуме в 1877 году. Группа бывших самураев под предводительством легендарного Сайго Такамори подняла мятеж против новой армии. Они сражались там и самурайской отвагой, но против пулеметов и артиллерии у них не было шансов. Восстание было жестоко подавлено. Ирония судьбы в том, что Сайго, погибший как враг государства, позже был прощен и стал национальным героем, последним истинным самураем. Эпоха самураев как класса официально закончилась в XIX веке, но их наследие глубоко вплетено в ткань японского общества и сознания. Дух бусидо, понятия верности, долга, самодисциплины и стойкости до сих пор высоко ценятся в японской корпоративной культуре, спорте и личной жизни. Искусство и эстетика, чайная церемония, икебана, каллиграфия, живопись тушью — многие из этих искусств развивались и культивировались самураями в мирную эпоху Токугава как способ самосовершенствования. Популярная культура, бесчисленные фильмы, например, «Семь самураев» Акиры Куросавы, аниме, манга и видеоигры продолжают переосмысливать образ самурая, делая его вечной легендой для всего мира. Самураи прошли удивительный путь от стражей порядка на задворках страны до ее правителей, а затем до чиновников, чья эра ушла вместе с ветром перемен. Их история — это не просто рассказ о войнах, а история о верности, адаптации и вечном поиске своего места в меняющемся мире.